Уважаемые друзья, коллеги, подписчики канала, спонсоры проекта, участники нашего проекта, возможен ли союз России и Китая? У нас уже был такой ролик, подробно достаточно описывали, и, конечно, эта геополитическая конструкция, она вызывает массу вопросов, это неоднозначная геополитическая конструкция, но, тем не менее, при всей массе противоречий, которые существуют между Россией и Китаем, а также очень мощной пропаганде против этого союза, который пугает западные страны. Тем не менее, жизнь вносит свои коррективы и подчас достаточно удивительные. О чем я говорю? Речь идет о том, что буквально вчера произошел разговор между двумя министрами иностранных дел России и Китая, в рамках которого министр иностранных дел Ван И сообщил, что в рамках переподписания нового соглашения, старого соглашения о дружбе и добрососедстве, Китай предлагает наполнить новый договор эпохальным содержанием, и в частности, это содержание должно отражать не только цели стран защитить собственную безопасность, безопасность друг друга, но и безопасность сопредельных государств. То есть о чем идет речь, переводя с китайского дипломатического языка на русский. По большому счету Китай предлагает заключить Российской Федерации военный союз. С чем это может быть связано? В связи с какой повесткой это происходит, вот мы сегодня с вами и поговорим. Но прежде всего, конечно, надо отметить беспрецедентность данного заявления. Оно не на пустом месте возникло. И, во-первых, надо отметить то, что буквально за несколько месяцев до этого первое лицо, президент Российской Федерации, отмечал то, что между взаимодействием России и Китая не имеет пределов. То есть это был прямой посыл и сигнал, и намек о том, что мы готовы в такой союз войти. Также президент Российской Федерации отметил, что нам военный союз не нужен, потому что у нас в принципе взаимодействие с Китаем и так является на высоком уровне, и уже по факту превзошло теснота взаимодействия, интенсивность контактов превзошла возможность военного союза. И, как следствие, вот сейчас взаимное, подтверждение этих позиций и заявление министра Ван И. Но оно не было бы настолько интересным, даже в связи с тем, что он предложил внести эпохальные изменения в этот договор, если бы не предшествующее ему, буквально за несколько дней до этого, заявление генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ, ЗАСя, в частности, руководитель ОДКБ, Военного союза России и некоторых стран СНГ, в частности, ЗАС сказал, что он не исключает возможность расширения членов ОДКБ и принятия новых членов в рамках наблюдателя. То есть речь идет о том, что новые члены могут появиться в составе Организации договора коллективной безопасности. То есть Россия предложит некоторым странам войти в единое оборонное пространство. Также очень интересный был момент того, что по факту это заявление оно транслировалось в китайскую государственную прессу. То есть агентство Синьхуа полностью выложило этот материал, заявление ЗАСя, которое во многом было проигнорировано остальными СМИ, российскими в том числе. А вот китайская СМИ выложила это полностью, и то есть мы можем делать вывод о том, что де-факто стороны сейчас договариваются о новом союзе. Почему это так? И какое в этом есть реально глобальное содержание, последствия, результаты этого геополитической конструкции, к чему это все приведет? Ну, во-первых, стоит сказать, что все разговоры о том, что Китай представляет угрозу военную, в том числе Российской Федерации, после таких заявлений, они просто дезавуированы. То есть эти тезисы и люди, которые делают такие заявления, эти нынешние последствия просто изобличают этих людей как людей, которые не разбираются в повестке. Какие выводы можно сделать из этих переговоров? Ну, во-первых, вывод очевидный об отсутствии реальной военной угрозы со стороны Китая. Если Китай сам стремится в военный союз, если ему требуется зонтик безопасности со стороны северного соседа,
Это означает, что Китай не только не планирует агрессию в отношении северного соседа, но и требует некой безопасности со стороны северных рубежей, которые максимально близки к столице Китая. Пекин находится буквально в нескольких 100 километрах от монгольской границы. И, в принципе, мы все понимаем, что в случае военной угрозы, военного конфликта России и Китая, в большей степени угрозе подвергнут непосредственно китайская столица, а не российская. То есть это первое, то, о чем можно сделать вывод, что реально никакой военной угрозы со стороны Китая в отношении Российской Федерации вот сейчас и на перспективе нескольких лет не существует. Второй вывод, который можно сделать, это вывод о том, что все вот эти слухи, которые тиражировала американская пресса, российская пресса, о том, что Китай поставил на Байдена, что Китай заинтересован, его военно-политическая группировка заинтересована, правящая, заинтересована в победе Байдена, они также несостоятельны. То есть мы видим, что Байден пришел к власти, и уже несмотря на целый месяц и даже больше, 1,5 месяца, китайские власти пытаются выстроить какой-то диалог на уровне пресс-секретаря МИДа, на уровне посла Китая в Соединенных Штатах, на уровне руководителя внешних связей Центрального комитета Ян Цзечи. Идут бесконечные попытки Китая открыть диалог с Байденом. Но мы видим, что администрация Байдена, демократы, глухи к этим просьбам Китая. Они рассчитывают на какие-то радикальные сценарии в отношении Китая. И именно вот эта радикальная повестка со стороны Соединенных Штатов, максимальное давление, об этом я, кстати, говорил тоже в нескольких роликах, что Российско-Китайский союз, основной его фактор – это давление Соединенных Штатов, вот это реализуется сейчас. Мы видим, что по мере давления Соединенных Штатов на Китай, на его правящую военно-политическую верхушку во главе с Си Цзиньпином, мы видим, что ситуация меняется, и Китай стремится заручиться поддержкой северного соседа, реально как минимум создать ситуацию, когда северный тыл будет защищен. И это говорит о том, что ситуация вокруг Си Цзиньпина, вокруг его как внутриполитических, так и внешнеполитических инициатив очень сильно радикализируются. То есть не исключены никакие самые даже фантастические в прошлом варианты, в частности, операция на Тайване. И я хочу подчеркнуть такой момент, он касается еще одного заявления министра иностранных дел Китая, что защита безопасности стран, она относится не только к собственным пространствам, но и сопредельных сфер влияния. О чем идет речь? По сути дела, Китай и Россия, Китай предлагает России рассмотреть возможность совместной оборонной деятельности по факту раздела сфер влияния в ряде государств. У кого есть общие границы, если мы посмотрим карту, во-первых, это Северная Корея, то есть вопрос о безопасности в Северной Корее. Мы понимаем, что в Северной Корее развивается очень мощный внутриполитический кризис. Он связан с противостоянием проамериканской группы и Ким Чен Ына, прокитайской, пророссийской группы, Монголии, в которой сменилось правительство, а также эта повестка, вероятно, касается Казахстана. Однако, скорее всего, речь идет не только о сопредельных государствах, но и о других странах Средней Азии, а также о, возможно, и Бирме, и странах Юго-Восточной Азии. То есть вот такое заявление сделал Ван Йи, такой дипломатический посыл в отношении Российской Федерации. Это означает о том, что китайское высшее военно-политическое руководство понимает угрозу Соединенных Штатов, понимает, что Соединенные Штаты готовы сейчас идти на самые радикальные сценарии, как поддержки протестов внутри Китая. А мы знаем из наших других роликов, что сейчас ситуация социальная в Китае очень накалена. Миллионы, сотни миллионов, несколько, по сути дела, 100-200 миллионов китайских трудовых мигрантов не могут вернуться домой из-за ковидных ограничений. То есть все вот это, также поддержка уйгурского вопроса и других вопросов национальных меньшинств, а также гонконгского вопроса, заставляет китайское высшее руководство сделать вывод о том, что максимально в ближайшие сроки должен быть реализован
план союза с Россией, который подразумевает не только совместное оборонное пространство, защиту, соответственно, Северной Кореи, Монголии, Казахстана от каких-то событий, которые могут произойти извне, но и саму позицию России, которая должна быть закреплена как союзник Китая документально. То есть речь идет о том, что в договоре пропишутся некие вещи, не ситуативные, не, скажем так, мимолетные, которые через год закончатся, а возможно на 20 лет вперед Китай попросит Россию занять нейтральную позицию в отношении Китайской Народной Республики и закрепить это договором. А договоры, любое внешнеполитическое руководство России, какое бы оно ни было, какую бы ориентацию ни занимало, оно будет вынуждено в рамках международного права исполнять этот договор. То есть Китай предлагает такие условия. И это эпохальное событие должно произойти в ближайшие несколько месяцев. Страны будут вести переговоры, и если такой договор будет заключен, во-первых, у Китая развяжутся руки для проведения тайваньской операции, защиты Северной Кореи и защиты всего побережья от действий американского флота. То есть Китай, по сути дела, этим договором мы можем санкционировать, развязать руки для борьбы Китая, уже открытой Соединенными Штатами уже в 2021 году. То есть этот сценарий, он становится реальным. То, о чем я говорил, начиная с января 2020 года, то, что воспринималось со скепсисом, сегодня уже об этом говорят вслух, об этом говорят вслух военачальники и об этом говорят вслух генералы. Исторически этот вопрос уже, такие союзы, такое взаимодействие уже было. Достаточно вспомнить, что в середине 19 века де-факто российские вооруженные силы императорские помогли отстоять китайскую столицу от вторжения англо-французских войск. Были перестроены в укрепительные, оборонительные сооружения, было доставлено оружие и так далее. То есть не позволила российская помощь во время опиумных войн захватить китайскую столицу. Это уже было. Это было уже в конце 19 века, Российско-Китайский союз оборонительный. И это было в середине 20 века, соответственно, в середине 20 века, когда Китай вошел плотно в социалистический лагерь и, по сути дела, в оборонный зонтик СССР. То есть это уже реально бывшие конструкции, которые были. И, кстати, в середине 20 века один из факторов, который толкал Китай в этот союз, возможность использования против Китая ядерного оружия. То есть во время бомбежки Хиросимы, Нагасаки Китай сделал четкие выводы. Кстати говоря, в этой книге об этом написано, что в дальнейшем США не остановятся ни перед чем и, возможно, будет применять ядерное оружие против, соответственно, уже Китайской Народной Республики. Это вынудило китайцев быть более сговорчивыми в определении своего геополитического будущего. Сейчас ситуация примерно такая же. Почему я об этом говорю? Потому что мы можем заключить это из речи Си Цзиньпина, посвященной 70-й годовщине войны против США. Она была наполнена таким очень точным содержанием, детализированным, как будто речь шла уже о будущей войне. И Си Цзиньпин впервые и на 60-летие эту речь произносил, будучи первым заместителем председателя КНР. И в данном случае речь была такая же, и она содержала отсылку к использованию ядерного оружия. И если мы посмотрим, в Пентагоне уже не исключает возможность применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет. Статья в специализированном военном журнале адмирала Ричардсона указывает на то, что реально США понимает, что при нынешнем развитии китайско-американского конфликта ядерное оружие уже полностью его использование не исключено, и, скорее всего, это наиболее вероятный сценарий, если у Китая останется такая же траектория развития. Переводя на русский язык, если у власти останется Си Цзиньпин, национально ориентированный лидер, если проамериканская группа лидеров не свергнет Си Цзиньпина, не даст ему переизбраться на следующий срок, то реально выходом из ситуации опасной доминирования Китая в Восточной Азии станет действительно вооруженный конфликт с Соединенными Штатами с использованием ядерного оружия. К этому идет и в этом развивается ключевая ситуация. Для Российской Федерации такое заключение такого договора может носить как плюсы, так и минусы, но очевидный плюс — это то, что Китай как вооруженный противник исключается на ближайшие десятилетия.
А реально это приведет к тому, что у России развязываются руки на западном направлении, более активные действия в отношении тех направлений, которые уже были заданы трендом 2014 года. То есть вот, в принципе, стороны находятся в таком состоянии, и существует огромная вероятность, что в связи с событиями января 2021 года Россия будет, скорее всего, склонна заключить и включить вот эти вот эпохальные изменения в договор о дружбе и о добрососедстве. Конечно, для нас это означает, что в ближайшие многие, возможно, несколько лет, а может быть и десятилетия, задастся тренд на еще более глубокую интеграцию Китая и России и в энергетической, и в научно-технической сфере, и в деловой, и образовательной. И, возможно, будет формироваться очень тесное пространство, в том числе и последствиями гуманитарное пространство, языковое и так далее. То есть вот эти вещи впервые обозначены как реальность. И ОДКБ, возможно, хотя это просто предположение, готова рассмотреть новых членов, в том числе Китайскую Народную Республику, хотя это не декларируется, в качестве для начала наблюдателя, а потом, возможно, и полноценного военного союзника. Это означает, что в случае агрессии Соединенных Штатов и их союзников на территории Китая Россия должна будет оказать помощь Китайской Народной Республике, и этот механизм может дублировать Совет Безопасности ООН, в котором Китай является членом Совета Безопасности и может наложить вето. Соответственно, напротив него агрессия юридически невозможна. Но в случае действий Китая в отношении Тайваня, США могут приложить усилия для того, чтобы исключить Китай как агрессора из Совета Безопасности ООН, включить туда Тайвань, тайваньских представителей. И как следствие, Китай не будет защищен никаким международным правом против агрессии Соединенных Штатов, и это не будет считаться, соответственно, преступлением в рамках международного права. И тогда единственная организация, которая будет способна защищать Китай, это будет ОДКБ. Как бы это фантастично и странно не звучало, но такая повестка в связи с очень острыми событиями января 2021 года появилась сейчас. И стоит напомнить о том, что в Китае, вопреки мнению наших экспертов, которые в течение года нам рассказывают, что Китай победил коронавирус, началась вторая волна. И, как ни странно, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там достаточно подробно об этом написано. Склонны китайцы, пока на уровне медицинских официальных журналов, обвинять именно Россию как источник происхождения второй волны, именно российскую продукцию. Тревожный сигнал еще раз поступил вчера в провинции Гуандун. Изъята мясная продукция, российская мясная продукция, также с формулировкой с присутствием коронавируса. То есть эти обстоятельства дают нам основания судить и делать оценку того, что реально давление Байдена и существует некая внутренняя информация у китайцев, которая позволяет им сделать вывод о том, что готовятся определенные очень жесткие действия США как внутри, так и снаружи с целью отстранить Си Цзиньпина от власти. А я вам напомню, что Трамп при всей своей антикитайской риторике устраивал очень тесные дружеские отношения непосредственно лично с Си Цзиньпином и критику подвергал только присутствие китайских корпораций, китайских товаров, которые были связаны не с группой Си Цзиньпина, а с Союзной демократической партией США, группой комсомола. То есть в данном случае риторика Байдена прямо противоположная. Именно Си Цзиньпин объявлен главным врагом Соединенных Штатов персонально. Именно он назван головорезом в своей официальной речи. Байден в одном из предвыборных речей назвал его головорезом и обвинил его во всех преступлениях персонально. То есть демократическая партия нацелена на то, чтобы либо силами союзников, либо силами изнутри проамериканской оппозиции убрать Си Цзиньпина от власти и, соответственно, полностью свести на нет те изменения, которые были приняты в Конституции Китая в 2018 году, в частности, возможность бессрочно Си Цзиньпину избираться на пост председателя КНР. Уважаемые друзья, что вы думаете по поводу Российско-Китайского союза, к чему это все приведет, реально ли опираться на китайцев, как будет дальше развиваться ситуация, напишите комментарии. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, поддерживать нас как спонсоры. Это очень мотивирует, способствует развитию канала.
Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы быть всегда в курсе подробно о том, о чем мы говорим в наших роликах. И напоминаю, что вышла книга «Китайская власть». Мне кажется, что это такой хороший подарок на 23 февраля. Подробная, уникальная книга о структуре китайской власти и структуре китайских группировок, не только с разрезом историческим, но и с прогнозами на ближайшие 15 лет. Спасибо большое.